Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и это канал о вязании. В этом видео я хочу связать кошелек-монетницу на вот таком маленьком металлическом пришивном фемуаре. Размер моего фемуара 9 приблизительно сантиметров. Использовать я буду полиэфирный шнур Caramel Baby. Это 2-миллиметровый шнур. Здесь 150 грамм 200 метров в одном мотке. У меня, наверное, осталось 2/3 от одного мотка. То есть это где-то грамм 100. И крючок для этого шнура я беру 3 миллиметра. Все полезные ссылки, которые у меня есть на материалы и инструменты, используемые в этом видео мастер-классе, будут внизу под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и сохраняйте видео к себе в плейлисты, чтобы его не потерять. Итак, начинаю вязать этот ряд с магической петли. Делаю поворот по часовой стрелке вокруг пальцев, вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю рабочую нитку и делаю первую подъемную петлю на следующий ряд. Вот так. Петлю затягиваю. Дальше добавляю в магическую петлю еще 5 столбиков без накида. Раз. Два. Три. 4. И 5. Затягиваю петлю до конца и смыкаю этот ряд узелковым методом. В этом стиле я буду использовать узелковый метод. Итак, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, вот она, так, подхватываю рабочую нитку, увожу нить на изнанку и накидываю открытую петлю на изделие. Вот так. Затягиваем петлю. Раз и два. Первый ряд готов. Шнур у меня тонкий, ряд у меня маленький получается, и вязать им достаточно легко и приятно. Итак, второй ряд. Во втором ряду просто удваиваю все петли. Работать будут по самой обыкновенной формуле идеального круга. Итак, в первую звено в раскол с изнанки смотрю, чтобы тоже нитка вышла, чтобы тоже крючок вышел в раскол. Вот так. Подхватываю рабочую нить, делаю первую петлю подъема. В эту же точку делаю еще столбик без накида. Два. И таким образом удваиваю каждую точку. То есть по 2 столбика без накида в каждую точку в раскол. Итого у меня получится 12 столбиков без накида в втором ряду. 3 и в эту же точку 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так, последняя точка остается здесь, самая сложная. С изнанки тоже нужно вывести в раскол. Вот. 11. И последний столбик. 12. Так. Здесь можно подтянуть еще хвостик.
Опять вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, опять подхватываю открытую петлю, увожу ее на изнанку и накидываю на изделие. Затягиваю петлю в 2 движения. Итак, третий ряд. Каждый ряд я буду начинать в петлю, следующую за прибавкой. Итак, третий ряд. Вставляю крючок, и формула третьего ряда: 1 петля. Здесь будет первая, это подъемная петля, и дальше прибавка. Прибавка — это 2 петли в одну точку. Чередуем так 6 раз. Число петель в третьем ряду будет равно 18. Прибавка. Одна петля и прибавка. И опять 1 петля и опять прибавка. Одна петля и прибавка. Одна петля. Последняя точка. Это будет соединение предыдущего ряда. Сюда делаю прибавку, то есть 2 петли в одну точку. Слежу за изнанкой. Здесь все нормально. Так. Раз. И в эту же точку 2. Так, снова вынимаю немножко петлю. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую петлю, вытаскиваю ее и накидываю петлю на изделие, затягиваю петлю в 2 движения. Третий ряд на этом закончен, начинаю четвертый ряд. Четвертый ряд, опять вот смотрите, соединение, вот оно, и вот сюда я начинаю четвертый ряд в петлю, следующую за соединение. Благодаря этому формула моего идеального круга всегда будет очень простой. То есть сейчас я вяжу четвертый ряд. Это значит, мне нужно сделать 2 одинарных петли. Раз. И вторая. 2. И дальше прибавка. То есть 2 петли в одну точку. И формула всегда будет такой. Номер ряда минус 2. Это будет число одинарных петель. То есть у меня четвертый ряд, минус 2 это 2 одинарных петли и прибавка. Пятый ряд это будет 3 одинарных петли и прибавка. За счет того, что каждый раз ряд мы будем начинать в петлю, следующую от соединения, прибавки у нас не будут совпадать одна над другой, и при этом формула не будет усложняться. Она будет исключительно такой: номер ряда минус 2 прибавка для каждого ряда. Здесь даже думать уже не нужно, да, считать тоже уже ничего не нужно. Все смещается само и ложится идеально и красиво. В общем, работаю так до конца ряда. 2 одинарных петли, прибавка. Раз. И 2. Заканчивается четвертый ряд прибавкой. Все здесь сходится, да. Опять вытаскиваю петлю, вставляю под первую горизонтальную, увожу петлю на изнанку и накидываю петлю на изделие. Затягиваю петлю в 2 движения. Раз. И второе. 2.
И перехожу к вязанию 5-го ряда. Опять повторяю, формула здесь будет одинакова для всех абсолютно рядов. Вот оно соединение. Значит, вот сюда, в следующую точку, вставляю крючок, подхватываю рабочую петлю, вывожу. Формула 5-го ряда: 3 одинарных петли, прибавка. Повторяется 6 раз. Раз, два, третье. И видите, прибавка идет у меня, получается, в следующую петлю за прибавкой предыдущего ряда. Таким образом, они никогда не совпадают друг на друга, и они никогда не дадут угол. То есть у вас всегда будет круг, да? Это главный принцип круга. Не делать прибавки одна на другой. Повторяем это 6 раз. Дальше я вам просто распишу формулы всех рядов, которые вам потребуются, хотя универсальная формула здесь будет такая: номер ряда, повторяю еще раз, номер ряда минус 2, прибавка, все это повторяем 6 раз. Провязала я 10 рядов для идеального круга. Смотрите, на этом решила остановиться. Просто прикладываю свой фемуар к донышку, и они приблизительно совпадают. Добавлю еще 11 ряд, тоже узором галочка в раскол, но уже без убавок и без прибавок, для формирования первого ряда стеночек и для формирования первого базового ряда для узора. То есть просто вяжу по одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда до конца ряда. В конце ряда снова делаю бесшовное соединение, точно такое же, как я делала в предыдущих рядах. Число петель в 11 ряду будет равно 60. Следующий ряд 12, и это будет первый ряд узора. Смотрите, как он будет вязаться. Опять начинаю в петлю, следующую за соединением, в раскол вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, делаю первую петлю подъема. Дальше на ряд ниже опять в раскол вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, делаю длинный столбик. Затем одну петлю пропускаю и снова на ряд ниже в раскол, в следующую петлю подхватываю рабочую нить, делаю второй длинный столбик. Сейчас на крючке у меня 3 петли. Эти 3 петли провязываю вместе. Это и будет мотив этого ряда. Мотив состоит из 3 петель, но на самом деле раппорт этого мотива это 2 петли, поэтому для того, чтобы вязать этим узором по кругу без шва, для того, чтобы узор сходился, нужно четное число петель. У меня это 60, у меня все правильно. И снова начинаю в раскол, вот в ту же петлю, откуда выходит вторая длинная петля, но уже в этот ряд вставляю крючок, делаю столбик без накида. Дальше на ряд ниже, здесь уже есть одна петля, снова в раскол, вывожу, одну петлю отступаю и в следующую петлю в раскол на ряд ниже провязываю вместе. Опять в этот ряд столбик без накида, в раскол, на ряд ниже одну петлю отступаю и снова на ряд ниже в раскол и вместе. Опять в этот ряд в раскол, столбик без накида, на ряд ниже, опять на ряд ниже, и все это провязываю вместе. Получается, что раппорт здесь столбик без накида в раскол в этот ряд и 2 длинных столбика на ряд ниже вместе. Повторяем до конца ряда. В этот ряд, на ряд ниже, на ряд ниже, вместе. И последний раз делаю мотив этого узора. Итак, в раскол в этот ряд, на ряд ниже, и последняя точка вот сюда, на ряд ниже, куда делался первый длинный столбик самого первого мотива. Вот так, вместе. Опять вытаскиваю немножко петлю, вставляю крючок под первую горизонтальную для соединения, увожу открытую петлю наизнанку,
и накидываю на изделие. Затягиваю. Здесь можно затягивать в одно движение. Первый ряд узора готов, и перехожу ко второму ряду узора. Начинать второй ряд узора я буду опять в раскол в этот ряд. Вот смотрите, вот идет соединение. Вот она, петля соединения. Вставляю в раскол в этот ряд. Так. Вот так. Подхватываю рабочую нить и делаю первую петлю подъема. Дальше вставляю крючок на ряд ниже в раскол. Раз. Затем на ряд ниже в раскол под следующую такую же короткую петлю. 2. Опять получаю 3 петли на крючке, одна из которых рабочая петля, и 2 длинных столбика. И все это провязываю вместе. Ну и повторяю так до конца ряда. Опять в раскол в этот ряд. Вот она, эта петля, да. И вот они, эти петли. Это были просто обычные столбики в раскол предыдущего ряда. Теперь на ряд ниже под эту петлю. Раз. И опять на ряд ниже в следующую петлю. 2. Вместе. Опять в раскол в этот ряд. На ряд ниже. И еще раз на ряд ниже. Работаю так до конца ряда. В конце ряда делаю бесшовное соединение. Последний мотив в этом ряду. В этот ряд в раскол. На ряд ниже и на ряд ниже в ту точку, откуда выходит первый длинный столбик первого мотива. Все это провязываю вместе, делаю бесшовное соединение. Немного вытаскиваю петлю, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, увожу петлю на изнанку и накидываю петлю на изделие. Затягиваю открытую петлю. Все остальные ряды будут вязаться точно так же, как второй ряд, на нужную высоту. Итак, повторим снова. Опять вставляю крючок под первую петлю. Над ней будет соединение. Вставляю крючок. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, делаю первую петлю подъема, дальше на ряд ниже, вывожу первый длинный столбик и снова на ряд ниже, вывожу второй длинный столбик, провязываю петли вместе, опять в раскол в этот ряд, на ряд ниже, на ряд ниже. Длинные столбики должны как бы опоясывать длинные столбики предыдущего ряда. Провязываю вместе. Ну и работаю так до конца ряда, повторяю эти ряды на нужную высоту. Провязала я в высоту этим узором 16 рядов. Считать нужно вот эти вот длинные столбики. У меня их 16. Смотрите, стык узора происходит вот здесь, и его совсем не видно, и никак он не выделяется на полотне. И вот изнаночная сторона этого узора. Здесь тоже все красиво и все аккуратно. Узор очень плотный, хорошо держит форму и практически не сминается. Смотрите, какая плотная корзинка у меня получилась. Особенно по сравнению с узором, который на донышке. И дальше для того, чтобы мой фемуар все-таки открывался и закрывался, я хочу поменять узор и связать несколько рядов снова обычными столбиками в раскол, как здесь. Итак, вставляю крючок в раскол в одну длинную петлю, во вторую, подхватываю рабочую нитку и делаю петлю подъема на этот ряд.
Дальше идет обычная петля предыдущего ряда, ее я просто провязываю в раскол. Так, слежу, чтобы с изнанки все тоже вышло красиво. Вот так должно выходить с изнанки. Тут 2 нити, они тоже должны быть в раскол. Провязываю. Опять подхватываю правый, левый и увожу крючок влево. И провязываю. И просто галочка в раскол. Правый, левый и увожу влево. Вяжу так до конца ряда. В конце ряда снова делаю бесшовное соединение, узелковое, такое же, которое мы делали во всех остальных рядах, и на донышке, и на узоре. И дальше я свяжу еще несколько рядов узором галочка в раскол. Провязала я 7 рядов узором галочка в раскол. Последний ряд смыкаю просто с помощью протяжки. Оставляю длинную нитку. Эта нитка я буду еще сшивать. Это изделие. Вытаскиваю через последнюю петлю эту нить. Завожу крючок под первую горизонтальную. Подхватываю нитку, хвостик, вывожу наизнанку и завожу в последнюю петлю. Вот так. Снова подхватываю хвостик и снова его вывожу. Так. Дальше мне потребуется фемуар и нитка с иголкой, которую я буду пришивать. Смотрите, нитка, иголка должна проходить в отверстие на фемуаре. Но так как у иголки ушко тогда будет достаточно маленькое, придется сделать ей большое ушко. Я просто вставляю в эту иголку нитку петлю вот такой вот, в которую я вставлю вот этот длинный хвостик. И таким образом у меня получится иголка достаточно тонкая, но при этом с толстым ушком. То есть я смогу спокойно пришить этой иголкой фемуар. Дальше я считаю отверстия на фемуаре. На одной половине у меня 25, на второй половине тоже 25, а точек у меня 60. То есть у меня получается по 5 лишних точек на фемуаре для каждой из сторон. Да? Это получается 60 минус 25 минус 25, остается 10, 10 делю на 2, это получается 5 свободных точек. Эти точки придутся вот сюда, на сгиб. То есть здесь вот видите, как раз должно быть пространство, которое не будет пришито, и я думаю 5 петель будет достаточно. Сначала вывожу нить на лицевую сторону. Завожу с изнанки на лицо иголку в фемуар и вывожу нитку. Дальше опять фемуар с лица наизнанку и под обе дужки косички. Здесь я вставляю в изделие обратной стороной иголки, потому что она тупая и она не проколет мой шнур. Снова сначала прошиваю фемуар, вывожу из него шнур и затем в изделие. Здесь подтягиваю. Затягиваю все. Дальше опять под обе дужки следующую точку нужно вывести шнур.
И опять фимуар. И опять все затягиваем. Опять фимуар и в изделие. Следующую точку опять тоже под обе косички. Главное, чтобы еще нитка не порвалась, которая все это тянет. Можно помогать себе крючком, потому что для таких отверстий все-таки этот шнур, он толстоват. Так, вытаскиваю. И опять все затягиваю. Получается обыкновенный стежок, вперед иголку. Опять следующую точку под обе полукосички. И сначала можно вывести нить через изделие, чтобы было попроще. Очень удобно это делать на камеру. Так. И затем следующую точку на фимуаре. Так. И снова все подтягиваем. Опять фимуар. Сначала выведу нить, затем шнур, а затем прошью этой иголкой изделие в следующую точку. Так, вот она. И в общем работаю так по одной половине фимуара до конца. Я пришила одну половину. Нить у меня выведена сейчас на лицо. Дальше мне нужно 5 точек отступить. Уведу сначала нитку наизнанку. Так, это будет одна точка. Следующий стежок, вторая точка. Третья. Четвертая. И пятая. Пять точек я отступила, и дальше начинаю пришивать вторую половину. Да? В шестую точку уже вставляю иголку, вывожу. И здесь давайте вот так, в фимуар завожу иголку. Так, в фимуар тоже вывожу нитку. Подтягиваю и точно так же прошиваю вторую половину. Да? Опять фимуар, вывожу, и здесь вот в следующую точку под обе косички вывожу опять и затягиваю. Опять под обе косички. И так.
И опять фимуар. Следующую точку. Работаю так, пока петли не закончатся. Вторую сторону я тоже дошила просто стежками, получается, вперед иголку, и вот здесь свободные петли тоже прошила эти же стежками для симметрии, так же как и с другой стороны. Дальше хвостик оставшийся нужно спрятать в вязании, в рядах. Все, кошелечек на этом готов, смотрите. Эти края надо согнуть просто внутрь. И вот так он закрывается. И вот так он открывается. Внутри нитку надо было тоже спрятать, желательно пораньше. Но ничего, я с этим тоже как-нибудь справлюсь. Вот такой получается кошелечек. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите больше бесплатных видео, мастер-классов. Спасибо за внимание. Пока-пока. Кстати, вот такой моток у меня остался от остатка пряжи, и здесь, наверное, еще грамм 50. Так что на такую малышку нужно, наверное, всего грамм 50 пряжи.